Всем привет, с вами Егор Еремеев и компания SMAPS. Сегодня мы делаем обзор на бизнес-школу HALT, которая находится в Лондоне. Интересный момент, что у HALT корпуса не только в Лондоне. Они находятся по всему миру. В Сан-Франциско, в Дубае. Я познакомлюсь со студентами, русскоговорящими ребятами, которые делают здесь программы. Они расскажут о бизнес-образовании, они расскажут, что такое частное обучение, они расскажут о том, кто у них преподаватели и чем вообще отличается учеба бизнес-форматов. Мы услышим реальное мнение от ребят русских, которые там учатся. В 2021 году в списке международных технологических центров Лондон поставили на вторую строчку. Его обогнала только Кремниевая долина. Таким образом, британская столица является одним из лучших мест в мире для развития стартапа. Также стоит отметить, что лондонские компании очень тесно связаны с нью-йоркскими. По данным Бюро национальной статистики Великобритании, только за 2020 год в Лондоне было создано более 107 тысяч стартапов. Великобритания в целом уже многие годы продолжает занимать лидирующие места для развития стартапов. А предприниматели со всего мира выбирают Лондон для открытия своих новых офисов. Все это не просто так. Лондон известен своей развитой корпоративной культурой. Фундаментальными преимуществами Лондона является наличие огромного количества талантов, глобальные связи, доступ к финансированию. Все это причины, по которым он продолжает занимать высокие позиции и остается центром стартапов номер один во всей Европе. Технологии лежат в основе экономики Великобритании, будь то искусственный интеллект, блокчейн, кибербезопасность или аналитика данных. Великобритания возглавляет одни из самых захватывающих технологических разработок в мире. При этом не надо полагать, что Лондон — это место только для крупных мультинациональных компаний. Большая часть компаний Лондона имеет от 1 до 10 сотрудников. У HALT в Лондоне два корпуса. Один из них для бакалавра, другой для магистратуры. Находятся они не в одном месте, находятся они в центре Лондона. Сейчас мы уже приехали к корпусу магистратуры. Здесь на кампусе учится около 500 человек. На кампусе бакалавриата undergraduate на английский, то есть магистратура — это postgraduate, бакалавр — это undergraduate. На корпусе undergrad учатся около 1000 студентов, здесь учатся около 500 студентов. Первая студенческая жизнь, это прям вообще здесь очень она классная по сравнению с Австралией. Там вообще ничего такого не было. То есть здесь, во-первых, то, что в универе, и клубы, и всякие дополнительные элективы, много интересного и в универе, и после универа. То есть здесь студенческая жизнь не заканчивается в университете именно. Я, получается, в следующем семестре буду выбирать мейджор, у меня будут финансы, и майнер я хочу взять Data, Computer Science, что-то такое, в общем, с технологиями, чтобы учить программирование хотя бы на базовом уровне. В следующем году, получается, там из 15 предметов финансовой специальности можно выбрать 5-6. Большинство преподавателей, сейчас у меня 2 из Великобритании и 3 женщины из Румынии, из Таджикистана мужчина. То есть они очень все разные, и это тоже плюс, потому что не только студенты международные, но и преподаватели тоже. И они все очень интересные. Тоже в отличие от Австралии, там больше было зациклено, вот как в России. То есть у тебя там учебник, программа, сидишь, учишься, потом у тебя там семинар, решаешь задачи. Здесь больше практики, больше обсуждений, примеров, то есть прикладное больше обучение. В клубах я участвую в консалтинговом, финансовом. У нас был месяц назад выставка клубов на первом этаже. То есть там были представители всех клубов, и они рассказывали, что там они из себя представляют, какие ивенты у них будут, рассказывали про свои клубы. И можно было выбрать из этих. И все клубы основаны студентами, то есть
если ты не можешь найти клуб, который тебе нравится, ты можешь основать свой. Вот в очередной раз подчеркиваю, насколько круто умеют учебные заведения за границей использовать пространство. Сейчас я на террасе в Халт, и вы просто можете выйти, посидеть, позаниматься, отдохнуть. Видно весь район с нее. Пожалуйста, надпись Халт. И вообще вот это здание, мне сказали, что раньше это была пивоварня давно. То есть можете представить, старое здание пивоварни переделали под вуз, стильно. В первую очередь я хотел именно пойти в бизнес-школу, а не в университет. И второе, мне очень часто задавали этот вопрос, и люди сравнивали Халт с другими бизнес-школами. Очень часто подчеркивали то, что в других бизнес-школах будто бы дают больше заданий, в Халте меньше. На самом деле это немножко не так, и иногда меньше это больше. Халт — это более прикладной университет, и сами учителя здесь — это большие практики с большим опытом работы в бизнесе, в предпринимательстве. И программа здесь обустроена на том, что тебе дают специальные программы для работы, нежели учебники, по которым ты просто заучиваешься и сдаешь тесты. У нас были компании QuickID, это стартап из Индии по сбору пользовательской информации. Они работают близко с банками и финансовыми технологиями. Был также Evian. И нам надо было сделать дизайн бутылки для Evian. И уже по окончанию первого года я понял, что бизнес-аналитика и финансы как майнер, бизнес-аналитика как мейджор, это будет мой выбор. В первую очередь, потому что бизнес-аналитика включает в себя и Python, и прикладные программы, такие как Tableau, визуализация информации. Это очень востребованное поле и очень хорошо платит специалистам на данный момент. Да, у меня было 2 практики. Самая недавняя — это практика на Кипре в течение 1,5 месяцев в финансовой компании ISEC Wealth Management. Я там был финансовым аналистом и консультантом. Работа заключалась в построении финансовых моделей для инвестиционных портфелей. И вторая практика, это более ранняя, это в туристической компании как бизнес-аналитик, точнее аналитик информации. Тоже практика. Есть люди, которые фокусируются только на обучении, есть люди, которые идут именно за практикой, и есть люди, которые предпочитают социальную жизнь и клубы. Клубы я имею в виду в самом университете. Здесь правильного выбора нет, потому что везде Халт может тебе помочь в любой момент. Тот же карьер-департамент, который тебе может всегда подстегнуть и помочь с твоим резюме. Но лично с моего опыта я могу сказать, что практику получать это очень важно, это очень большая галочка в твое резюме, и когда приходят компании и работают со студентами, они видят тебя, ты в любом случае им скидываешь резюме иногда, и они, считывая твое резюме и видя, что ты уже практиковался в каких-то компаниях, у тебя больше шансов попасть в знаменитую компанию. Dean's List — это такая привилегированная программа для студентов, которые учатся упорно и показывают себя в самом университете. В этой программе студентам дают дополнительные элективы по построению, например, собственного бренда. Например, буквально вот в прошлую субботу у нас был электив, который назывался Personal Branding. Университет пригласил профессионального спикера с опытом работы 20 лет, которая объясняла нам, то есть мне в частности, как участнику Dean's List, как правильно построить свой персональный бренд. Приезжают ученики, которые делают архитектуру. Знаете почему? Вот эта лестница, по которой я сейчас и иду, она в своем роде уникальна, потому что ее привезли сюда целым куском, одним большим, единственным куском, и установили в университет. И сюда приезжают ребята, кто делает архитектуру, чтобы посмотреть это все вживую и понять, как все это было сделано. Я, честно говоря, даже не представляю. Смотришь на это все и не представляешь. У нас есть стартап здесь, в Халте, мы его здесь начали. Он начался просто с обычной идеи того, что можно разделить искусство на частички и продавать искусство по частям. И все это переросло в то, что мы начали изучать эту тему летом и поняли, что именно это можно реализовать в блокчейне. Таким образом, у нас сейчас есть компания здесь зарегистрированная, лимитированная, у нас есть презентация, документы, официально все.
И сейчас уже завтра будет встреча повторная с инвестором, чтобы уже попытаться наконец-то заключить эту сделку на финансирование. Как же Halt этому помогает? У нас есть такая программа, называется Founders Lab. Founders Lab — это специальный курс элективный, где преподаватели с большим опытом, а также люди, которые не работают в Halt, приходят вместе, собираются и помогают студентам развивать свой бренд. В основном там, конечно же, учатся студенты, у которых, например, бренд одежды или бренд визиток. То есть что-то такое приземленное и более, что можно пощупать. Потому что это намного легче развивать, и студентам намного легче объяснить, как правильно выстроить маркетинг для этого, туда и сюда, и выдать им контакты для инвесторов. У нас есть преподаватель, зовут Дэниел Рукара. Это один из самых популярных преподавателей вообще во всем университете. Он преподает предпринимательство, и один из фишек его курса — это то, что он как раз приглашает компанию, и студенты решают какую-либо проблему компании. Тот же Дэниел Рукара, например, нас сейчас сводит с знакомыми его из law firm, а также он нас связал с преподавателем Стивен Александр, который тоже преподает здесь в Halt. Он преподает курс блокчейн 4.0.4, это самый сложный курс по блокчейну. Он находится в Австралии, преподаватель. Он нас с ними связал, мы, соответственно, связались с этим преподавателем в Австралии, и преподаватель в Австралии сказал: у меня есть друг здесь, в Англии, он управляет финансовым фондом, криптофондом, который инвестирует как раз в компании и стартапы, ориентированные криптовалютой. И, соответственно, выдал нам контакты этого человека, и вот у нас была с ним встреча 3 недели назад. Да, я поступила сразу после школы, учитывая то, что здесь головной кампус, он в Америке. Можно поступать после 11 класса, то есть очень удобно из России. Одной из основных причин, почему я выбрала Halt, было как раз то, что здесь очень много кампусов. Есть в Нью-Йорке, есть в Бостоне, в Шанхае, в Сан-Франциско и в Дубае. Мы можем делать ротацию на основные семестры, на осенний и на весенний в Бостон также. А на летние четверти мы можем ездить и в Дубай, и в Шанхай, и в Сан-Франциско. И я планирую этим летом поехать в Дубай. Для меня это очень, я думаю, будет полезный опыт попробовать разные страны, разную культуру. Жизнь в Лондоне для меня очень похожа на Москву, очень комфортный город, отличная инфраструктура. И кампус находится в достаточно хорошем месте, потому что до Сити очень близко, можно дойти буквально за минут 15 тоже до Тауэр-Бридж, до очень красивой набережной на той стороне Темзы. Я поступала после 11 класса, поэтому все, что от меня требовалось, это, по сути, аттестат с оценками, мотивационное письмо или видео можно было в 2 форматах записать, а также рекомендации от учителей или от школьного директора или какого-то адвайзера, который в школе есть. Еще можно было подать свои мотивационные эссе на стипендии. Также нужно еще экзамен английского языка, естественно, я сдавала IELTS. У меня уровень C1, но я думаю, что и с уровнем B2 можно пройти. И в целом, я думаю, что с английским здесь нет никаких особенных проблем, потому что даже если твой уровень английского еще не такой продвинутый, или ты не влился в общение с нативными native speakers, то есть с людьми, которым самим очень легко говорить, для которых это почти родной язык, то все равно учителей, например, понимать очень легко. И все понимают твое положение, все в него входят и пытаются объяснить тебе так, чтобы главное не показать язык, а главное, чтобы ты понял все-таки то, что тебе хотят донести. И люди в общении тоже здесь на разных уровнях языка говорят. Я думаю, что если человек оканчивает бизнес-образование и потом вдруг решает стать ученым, он получает второе образование, но у него зато есть такие сильные soft skills и такие сильные навыки коммуникации и в целом построения каких-то аналитических связей с миром, со сферами, в которых он хочет работать, что это поможет любому образованию. Очень помогает именно поддержка людей, потому что в своей старшей школе, например, не очень меня понимали, что ты в 18 лет строишь бизнес, как-то несерьезно, ты прогоришь. А здесь все тебя поддерживают, наоборот, я иду по кампусу, меня спрашивают, как там твой бренд одежды? И это очень поддерживает и помогает как-то вливаться в эту среду, в среду единомышленников. Помимо
учебных зон у университета есть дополнительные зоны, где студенты могут отдыхать. У вас есть настольный теннис, у вас есть настольный футбол, место, где вы можете попить кофе, и не одно, на нескольких этажах вы можете остановиться, сесть со своими ребятами, просто отдохнуть. Я считаю, что это прикольно, когда у университета не только подход академических студентов, где вы только учитесь, но вы где также отдыхаете, где вы классно проводите время, где просто вам нравится находиться. Каникулы начинаются официально в мае, но если ты не хочешь все 4 месяца отдыхать, ты, по сути, можешь взять предметы и учиться все лето и раньше закончить универ. Получается, все клубы, они делятся на профессиональные и социальные. Социальные – это такие для духовного развития, можно сказать. Например, футбольный клуб. Я как раз помогаю ребятам с контентом для Инстаграма в этом клубе. Снимаю их игры, создаю видеоролики. Был такой же клуб Jamming Club. Это, по сути, музыкальный клуб, где ребята просто собирались с инструментами, играли, пели, получали хорошее настроение. Здорово было очень. И есть профессиональные, такие как, например, Trading Club. Это, по сути, ребята собираются и обсуждают, учат друг друга, как трейдить, и подсказывают, какие вот там акции они купили и так далее. Очень интересный клуб был, но очень сложный. Если ты не очень разбираешься в финансах, то просто тяжело понимать это все, потому что ребята уже на голову выше в этом плане. Многие считают, что маркетинг — это очень легкий мейджор. Многие говорят, вот finance, финансы, да, типа это сложно, все дела, маркетинг — это для креативных, которые не знают, что тут больше делать. Но я с этим не очень согласна. Я считаю, что маркетинг на самом деле тоже очень сложный мейджор. Например, сложность состоит в чем? Не в том, что тяжело там как-то выучить что-то или так далее. Скорее, маркетинг здесь очень практичный. То есть, например, одно из моих заданий сейчас, просто для примера, по детализированному маркетингу, это анализировать 2 страницы Excel, которые хранят в себе данные по Google Analytics одного из веб-сайтов. Неизвестно, что за веб-сайт, неизвестно, что за компания им владеет, у тебя просто 2 страницы цифр, и все. И на основании этих цифр ты должен прописать на 4 месяца рекламную кампанию по улучшению диджитализированного маркетинга. Вот. И такие задания, они очень практичные. Ты не можешь никакую книжку прочитать, чтобы это задание сделать. Это все только твой практический опыт и твое умение анализировать данные. У меня было 5 интернатур уже. Когда я приехала в Халт, мне было 18, у меня было никакого опыта работы, абсолютно. И наш Дин, он на каждом мероприятии говорил: ребята, не сидим, ищем интернатуры, вам уже 18, вы все еще нигде не работали, это ужасно. И я очень сильно испугалась этого, потому что я очень хотела остаться здесь, в Лондоне, найти работу. Поэтому я забронировала встречу с Career Advisor в Халте. И мы поговорили, начали работать над моем резюме пустое. И она мне сказала, что вот нужно обязательно этим летом найти хоть какую-то работу. Неважно что, как, попытайся, вот все возможное. Она мне помогла с резюме, меня поднатаскали насчет интервью, как себя продавать, грубо говоря, работодателям. И я сразу же тем летом нашла сразу 2 интернатуры в России сначала. Одна была в BBDO, в рекламном агентстве в Москве, 3 месяца, а вторая была на такой стартап Curlys, это сеть салонов красоты в Москве, которая вот сейчас открывается. У нас в России все считают, что вот ты должен искать работу, когда ты закончишь университет. Типа пока ты в университете, это не важно. Ты наслаждайся жизнью, учись и все. Но здесь совсем другой подход. Здесь ребята в Халте, у них уже свои стартапы 18, у них уже опыт работы 18, у них уже столько всяких идей и столько всяких знаний. И поэтому, конечно, когда я пришла из российской школы сюда, я сначала чувствовала себя немного позади всех, но потом я начала быстро наверстывать, работать, и вот сейчас уже мне 20, у меня уже 5 интернатур в 5 разных компаниях, и в Лондоне, и в Америке, и в России, и свой стартап. У меня бакалавриат BA в маркетинге в Regency University, 2-й приватный университет вообще в Британии.
А первый идет Halt, и по рекомендациям моих близких друзей, которые со мной тоже учились, они посоветовали прийти сюда, и вот я здесь изучаю тоже То маркетинг. есть ты сначала делал бакалавр там, да, и бакалавр в Regency, потом начал магистратуру делать здесь. Да. Единственный момент, который вот для меня стал как бы отличительной чертой, нежели, допустим, от Regency, это то, как вот здесь уже целенаправленно мы изучаем вот именно сферу маркетинга. Профессор Вики Таунсли, профессор Маргарита Джеймс, вот жена профессора Дэвида Джеймса, они все PhD. Они работают с разными компаниями. Вот, допустим, кто-то из них работает с компанией Dropbox, кто-то работает с аудиторской компанией KPMG. На примере той же профессора Вики, она говорит: ребята, весь материал, который я вам рассказываю сейчас, на самом деле я еще рассказываю моим клиентам. То есть ты представляешь, это не просто профессора, а это люди, которые, у них огромный бэкграунд работы с профессиональными компаниями, с гигантами в индустрии аудита, в индустрии IT, технологий. Первое впечатление о двух корпусах, они разные. Тот, который у бакалавра, больше, что ли, движниковый такой. Здесь мне больше напоминает такой бизнес-атмосферу, много зон с спокойным обучением, все за стеклом, когда вам нужно, знаете, как проводить митинги, конференции, встречи. Это мое первое мнение. Но при этом, вы когда идете по кампусу, внутри он намного больше, чем может показаться снаружи. 4 этажа. И вот, допустим, сейчас я на 3-м этаже, и есть опять же такие зоны, балконы. Ты выходишь, и вид на внутренний двор лондонский. Очень прикольно. Чем-то даже больше мне напоминает квартиру, где вы можете выйти на балкончик, да, и уединиться. Вообще наша цель — это не терять никаких контактов с выпускниками, да, то есть это наш бренд, да, то есть я всегда считаю, что каждый человек, который закончил программу в Халте, это бренд школы. Да, и это наша гордость, поэтому мы всегда хотим знать, что происходит с нашими выпускниками, и когда любой студент у нас выпускается, у нас, конечно, остаются контакты в нашей системе в первую очередь, то есть они автоматически у нас тогда получают новости о школе, о том, что происходит с нашими выпускниками, какие-то мероприятия, да, то есть они всегда могут вернуться к нам как онлайн, да, связаться, так и на любой кампус, где они есть. У нас есть студенты, которые бизнесы основывают, да, есть те, которые в корпоративном мире по лестнице продвигаются, да, и это, конечно же, прекрасный опыт, который они, во-первых, могут обратно принести в школу и поделиться с нынешними студентами, да, опять же, потом нанять студентов, например, в своей компании. Мы работаем со студентами, в принципе, с первого дня, да, и даже до того, как они приходят к нам на программу, они уже проходят вебинары с нашими консультантами карьерными и уже начинают работать над своим CV. Также, когда они начинают уже программу здесь, в Halt, скажем, первые несколько месяцев, с сентября до декабря, у нас такая, скажем, фаза career exploration. То есть они работают с карьерными консультантами, чтобы составить CV правильно. Потом у нас есть такие сессии с выпускниками по различным индустриям. Мы делаем такое мероприятие, 4-5 выпускников приходят с одной вот индустрии и делают, скажем, такой reality check для студентов, да, чтобы не просто почитать какие-то там маркетинговые лозунги, информацию про компанию, а именно как вообще все происходит в реальности в компании, на что нужно обращать внимание, да, что лучше указать
в CV, на что ставить акцент во время интервью и так далее, как вообще лучше попасть на интервью. И мы делаем такие сессии для того, чтобы студенты именно поняли, их ли это карьера, да, потому что многие приходят и говорят: я хочу быть консультантом, да, но они не всегда понимают, что такое быть консультантом, что включает в себя сама работа именно, скажем, день в день, да. И для этого мы вот делаем такие сессии именно в начале года, чтобы студенты могли пообщаться с разными выпускниками и задать им реальные вопросы. С января мы начинаем различные сессии с компаниями, то есть мы организуем так называемые Company Spotlight, да, мы приглашаем компании, которые рассказывают про то, что они делают, да, какие программы есть, какие, скажем, качества, скиллы в студентах они ищут. И это всегда микс компаний, да, большие имена, то есть такие как Bloomberg, PwC, Deloitte и так далее, и маленькие стартапы, которые, может быть, студенты не знают, но они настолько классные, что мы их приводим, и студенты на самом деле могут получить прекрасные возможности там и вырасти очень быстро. Мы приглашаем студентов из больших компаний, где обычно, скажем, процесс интервью, момент подачи вот CV до того, как человек принимается, например, на работу, может быть довольно долгим. Что мы стараемся делать? Приглашать студентов, которые, скажем, встречаются со студентами, выпускники, которые встречаются со студентами и смотрят, кого они могут порекомендовать на работу в своей компании. Да? То есть таким образом вот этот первый шаг подачи CV и отбора рекрутерами в компании или IT-системами автоматическими, он как бы не учитывается, да, и тогда выпускник может порекомендовать студента, и таким образом это уже как бы на несколько шагов выше в системе, и у нас некоторые студенты получают так работу через выпускников. То есть мы стараемся, скажем, вот эти отношения с компаниями развивать в разных направлениях. Самая большая рекомендация — это не бояться выходить из зоны комфорта, наверное, потому что я сама из Латвии, из Восточной Европы, я знаю, что у нас образование совсем другое, и обычно это большие-большие аудитории, да, где ты один из нескольких сотен человек. Здесь совсем по-другому. Здесь даже примерно 20% оценки в классе — это участие в классе, да, то есть всегда нужно разговаривать, общаться, свое мнение высказывать.